Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся на острове Мартиника, это Карибские острова. Сюда пригласили мою жену с ее партнером по танцам выступать. Отель называется Club Med, это сеть отелей. И в сегодняшнем видео мы хотим вам показать и сделать небольшую обзорную экскурсию по нашему отелю, где мы живем, показать, какие здесь активности. Потому что этот отель примечателен тем, что здесь люди не отдыхают. Здесь люди активно проводят свой отдых. Не лежат на лежаках, а занимаются спортом, саморазвитием, йогой, волейболом, танцами и так далее. Так что поехали! И сейчас мы вам все об этом покажем и расскажем. Давайте начнем с обзора номеров, в которых мы располагаемся. Каждый номер открывается вот таким чип-ключом, никаких карточек. Очень удобно, но не всегда срабатывает с первого раза. Отель сам 4-звездный, но номера здесь довольно простые. Ну, наверное, те номера, которые даются артистам, они вот в таком стиле. То есть есть одна комнатка, здесь я себе устроил небольшой кабинет, есть кровать, на которой я сплю, отдельный туалет. По сути, похоже на маленькую двухкомнатную квартиру. Есть, конечно же, душ в тропическом стиле. И еще одна комната с большой двухспальной кроватью, с полочками. Тоже с индивидуальной раковиной, со шкафом и, конечно же, с телевизором. А также можно выходить отсюда наружу. Сейчас дальше мы проведем экскурсию по самому отелю. Я вам покажу, какие виды спорта здесь, какие площадки используются, где люди отдыхают, где люди загорают и так далее. Очень много и хорошо здесь кормят. Но, наверное, этому видео придется посвятить целый отдельный блог, потому что каждый день разная кухня. Очень вкусно готовят, и поэтому... Если этот формат вам нравится, поставьте, пожалуйста, сразу лайк, и я буду знать, что нужно снимать дальше. Еда здесь очень интересная. Когда в 1493 году Христофор Колумб увидел Мартинику, он сказал, что это самая красивая страна в мире. Мартиника – это рай для любителей самого современного, комфортабельного отдыха. Это тропический остров, курорт вечного лета. Здесь прекрасные пляжи, много уютных маленьких бухточек. Дальше от берега идут холмы. Одна часть острова сохраняется как зона чистой воды, белого песка и кокосовых пальм. Другая же часть острова покрыта густым тропическим лесом с пышной растительностью. Мартиника славится своими песчаными пляжами, и температура воды никогда не опускается ниже 25 градусов, а температура воздуха варьируется между 25 и 32 градусами. Сейчас я вам показываю направление первого нашего интересного мероприятия. Это фитнес прямо на улице. Каждое утро в 8 часов люди собираются и идут заниматься на фитнес. Далее мы переходим в зону бассейна. Тут на территории отеля всего один вот такой красивейший бассейн, а рядом можете вы наблюдать столики. Это люди берут на баре всякие напитки, отдыхают прямо на пляже. Главная достопримечательность нашего отеля — это большой понтон, большой пирс. Сейчас мы посмотрим направление, вот куда можно идти: в Марракеш, в Кабуру или в Альбион. Это разные города указаны. И сейчас я вас хочу провести по понтону, так называемый, да, то есть это по-русски можно сказать пирс. Я хотел его заснять, свой поход по этому понтону, по этому пирсу в живом времени, но не хочу вас сильно напрягать, и поэтому я сначала ускорил мой проход в 2 раза. Вот, при монтаже я понял, что этого недостаточно, нужно ускорить его в 5 раз. Сейчас вот мы идем уже почти что в 5 раз ускорились. И я понял, что этого тоже недостаточно, и ускорил еще в 10 раз. Поэтому тут практически мы как будто катимся уже на каком-то автомобиле до этого понтона. И на нем находится самое главное развлечение – это катание на водных лыжах и вообще водные виды спорта. Водный сноуборд, так называемый. Такая красота
открывается нашему взору, лазурная вода, прозрачнейшая, все видно, камера, конечно, этого не передает. Все люди, которые отдыхают в отеле, могут попробовать и водные лыжи, и сноуборд, это называется вейкбординг, да, по-моему, водный борд такой. В общем, все дается это бесплатно, все включено, и жилеты спасательные, и прекрасный вид, которым можно наслаждаться, катаясь на всех этих видах спорта. Есть специально обученные инструкторы, которые все вам покажут, расскажут. Я тоже один раз попробовал водные лыжи, но, к сожалению, подвернул себе ногу. И вот так это примерно происходило, но потом я чуть дальше отъехал и упал. Поэтому сейчас мы возвращаемся обратно. Я чуть-чуть хромаю, но ничего страшного. Я очень хотел бы, когда я гулял по территории нашего отеля, показать вам всю красоту, которая есть. Но у меня только одна прогулка по отелю заняла, не знаю, наверное, 3-4 часа, потому что это, можно сказать, не отель, а это своего рода большая деревня, называется деревня. Ну и как везде, конечно же, пускают сюда торговок, которые продают одежду, какие-то вещи для людей, и что очень, конечно, интересно. И вот сейчас мы идем по главному пляжу и можем любоваться зданиями отеля. Здесь его особенность в том, что в этом отеле нету отдельно стоящего большого здания, как везде, а есть маленькие домики. Вот так вот выглядит у нас пляж. В тот день, когда я снимал, довольно ветреная погода, но посмотрите, какое спокойное море и какая прозрачнейшая вода. Еще в отеле мне очень понравилось, что очень много разной растительности и разных птиц. Голуби, заметьте, здесь гораздо меньше московских, российских, не такие упитанные. И остальные птички тоже здесь довольно-таки компактные. Вороны очень маленькие. Вот сейчас мы видим тоже очередной домик с прекрасной растительностью вокруг. Повсюду кокосовые пальмы, банановые пальмы, финиковые. Вот такой взор открывается, вид, точнее, из номеров отеля. Вот тоже интересное дерево, под которым можно фотографироваться. Работают местные люди исключительно руками. Почему-то я не видел, чтобы здесь какую-то технику использовали. Но все очень компактное, потому что вот прям элитный отельчик показан, а элитные номера, которые прямо выходят на море, на береговую линию. Также на территории очень много разных беседочек, каких-то мест, где можно просто посидеть, отдохнуть, попить чай, кофе, коктейли, которые все это дается бесплатно для жителей. И вот это вот отель, точнее номера отельные, которые стоят около 200 тысяч рублей за неделю, то есть 3000 евро. По всей территории отеля установлены вот такие пушки. Это дань старым временам, потому что раньше это был как форт, который защищал, французский форт, который защищал от нападений англичан, потому что даже в 1500 году завоевали англичане этот форт, этот остров и присвоили его себе, но во времена Наполеона опять вернулось все это Франции. Сейчас мы подошли к развлечениям, которые называются водные мотоциклы. Вот людей сейчас повезут на парашютах кататься. Здесь же есть заправочная станция для кораблей, которые сюда причаливают. Можно прям сразу заправиться и поехать дальше. И вот везде, посмотрите, такая красота. Это просто неописуемо и не передается словами. Помахал я ребятам ручкой, но, к сожалению, здесь, как и везде в Европе, люди очень боятся камеры. И всякий раз, когда я ходил с камерой или с телефоном, даже просто снимал, люди сразу начинают напрягаться, переживать, что как же так их снимают. И сейчас дальше мы идем к аттракционам, так сказать, да, которые называются каяки.
Это лодки одиночные, на которых можно плавать. Вот этот аттракцион называется падло. Вы на нем стоите стоя и просто гребете по воде. Этим тоже можно всем пользоваться бесплатно. И это специальные парусные падло. Вот небольшой маяк представляется нашему взору. В инстаграме у меня можете посмотреть несколько фотографий. Приходится мне обрезать видео, чтобы сильно вас не напрягать длинным видео. Я так понял, что длинные видео не очень заходят на моем канале. Вот поэтому я делаю. И вот еще один указатель. Мы движемся в сторону футбольных полей, баскетбольных полей. Опять у нас слева пушки, справа футбольные поля. Я гулял очень рано утром, наверное, часов 8. Многие люди в это время еще завтракают. Завтрак у нас с 7 часов до 10 часов. А обычно на территории пляжа, на территории отеля, конечно, вот в другие времена очень много людей. Также я вот сейчас снимаю площадку для тенниса, мы тоже пришли поиграть. Так как мы отдыхаем здесь, отдыхаем и работаем, даже жена, супруга работает, я, можно сказать, тоже работаю, потому что постоянно с ребенком. Мы поиграли, но, к сожалению, с ребенком это не очень всегда получается удобно. Пока еще девочка маленькая, 2,5 годика, поэтому невозможно полноценно прям вот так вот наслаждаться всеми вещами, которые здесь представлены. В утреннее время, когда все люди кушают, обычно номера убираются. Вот сейчас прошла женщина, которая убирает эти номерочки. Вот заметьте, мы идем сейчас по территории отеля, какая большая территория. Сейчас дальше мы двигаемся в сторону ресепшена, и я вам покажу, насколько большая здесь территория. И посмотрите, действительно, как будто идешь по какому-то городу или по какой-то деревне. Этот отель, он так и называется, виллаж, то есть по-французски это деревня. Вот такие кокосовые пальмы. Я тут гулял, но потом заметил вот такой знак, что нельзя, оказывается, ходить, а то кокос башка попадет, совсем больно будет. Кокос, видите, упал, хорошо, что не мне на голову. Нормально так. Бам. Больно. Да, я представляю, если вот такая вещь упадет на голову вот с такой высоты, это будет не очень приятно. Но посмотрите, все пальмы просто усеяны кокосами, и это очень классно. А вот маленькая пальмочка растет. Это прям целая роща, как бы на заднем дворе отельного комплекса располагается. Очень, конечно, шикарное зрелище. Территории очень много. Отели все стандартные, номера в отелях. Но тот номер, который снимаем мы, не снимаем, а который нам выдала приглашающая сторона, я посмотрел, стоит 60 тысяч рублей на человека, то есть это 1000 евро за 1 неделю. А мы здесь находимся 2 недели. Пригласили нас сюда полностью бесплатно. Все оплатила приглашающая сторона, и проживание, и пропитание, и привет. Вот название Village des Vacances, 4 звезды. И здесь я снял то, что это европейский курорт, да, то есть сюда только можно заехать по европейскому паспорту. Опять же, идем в сторону отеля. Я тут ускоряюсь, чтобы долго не напрягать вас своими рассказами. Вот смотрите, сейчас я так мельком пытался заснять просто ресепшн, и люди сразу заметили у меня маленькую мою камеру и начали напрягаться. И сейчас я показываю вам зону ресепшена. Все это тоже на свежем воздухе, все красиво. И впереди мы сейчас подходим к карте. И на этой карте я вам сейчас буду все объяснять и показывать, что у нас где есть. Значит, смотрите, у нас слева идут пляжи и справа пляжи. Здесь у нас зона ресторанов. Здесь у нас бассейн, где мы с вами уже проходили. Здесь этот выход на понтон. И дальнейшие справа тоже пляжи. И вот эти вот водные виды спорта, которые я вам показал. Падало, все остальное. Теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольная площадка. Это все мы с вами уже посмотрели. Мы с вами прогулялись тут везде.
Вот так выглядит полностью отель. А вот это наши домики. Вот наш домик называется Бон Мэр. Тут у каждого дома еще свое название. И у нас очень близкий выход к пляжу. Ну, в принципе, тут у всех близкий выход к пляжу, но мы прям выходим и сразу практически находимся на пляжу. Сейчас мы тоже двигаемся от ресепшена. Я сейчас буду трогать зелень, потому что настолько сочная зелень, все это так красиво, то, что ты идешь и наслаждаешься вот этим воздухом, солнцем, красотой. Везде ездят вот такие маленькие электромобильчики, на них перевозят пищу, продукты, продовольствие. Конечно же, здесь воздух из-за этого очень чистый, и просто ты пропитываешься вот этой свежестью и соленой водой, и вообще красотой, солнцем. Вот примерно вот так вот проходят мои прогулки. Конечно, когда приезжаешь на отдых с ребенком, не всегда получается записывать видео, но сейчас уложим малую и будем продолжать. Сейчас я вам показываю пляж. Опять машинка увозит аудиоаппаратуру, которую я привезла для музыки. А это у нас акваджим, прямо в море. Вот сзади, к сожалению, не слишком видно людей. Стоит инструктор прямо на пляжу и показывает различные упражнения, которые вы должны повторять в море. Я один раз сделал вот такой курс акваджима, так называемого. Раньше думал, что это какой-то пенсионерский вид спорта, но на самом деле вы 45 минут стоите и усиленно занимаетесь, и руками, и ногами, и пресс качается. Очень классная вещь, и мне очень понравилось. И просто это, кто хочет, кто в своей жизни сможет попробовать, пожалуйста, попробуйте. А вот это я сейчас вам показываю наших вожатых. Ну, это по-детски, если вожатых, по-русски это аниматоры, люди, которые все делают. Это вот все спортсмены, которые преподают спорт, или преподают теннис, преподают футбол, водные лыжи и все и так далее. И они обязаны еще вот таким образом развлекать людей. То есть постоянно они с нами взаимодействуют, постоянно они с нами на связи. Сейчас они танцуют под музыку, но я не могу эту музыку вам сейчас включить, потому что будет нарушение авторских прав. Также после этого была пенная вечеринка, ну или пенный утренник, так его можно назвать. Все с камерами, все отдыхают, тусуются. Ну, очень классно, такая атмосфера, знаете, добра, позитива, счастья. Европейские люди отдыхают очень спокойно. Все есть. Тут можно и коньяк, и виски пить, и пиво, и вино. Можно рекой льется, все это бесплатно. Но, вот, например, русские бы люди, да, наверное, скорее всего, напились бы и пошли вот в эту пену лезть. Здесь все очень-очень-очень спокойно. Люди просто отдыхают. Вот в чем фишка именно европейцев, да, они могут отдыхать без какого-то алкоголя, постоянно тишина, на территории отеля никто не напивается, не наедается, люди просто веселятся без алкоголя. Но и концепт этого отеля как раз таки в том состоит, что вы не приезжаете сюда пить и валяться на пляже, вы приезжаете сюда отдыхать, расслабляться, набираться эмоций и заниматься спортом. Вот это, я считаю, очень классная концепция. И теперь мы переходим на волейбольную площадку. После пенного утренника мы пошли поиграть в волейбол. Я в волейбол играю каждый день и утром, и вечером. Мне очень нравится этот вид спорта, причем я занимался в свое время им профессионально. В 14 лет у меня уже был кандидат в мастера спорта по волейболу, и можно было и дальше заниматься этим спортом, но все равно у меня рост не такой высокий, чтобы заниматься этим было профессионально. Сейчас мы попадаем в зону настольного тенниса. Настольный теннис я тоже очень люблю. Вот мы как раз с супругой играем, и я поснимал себя с разных ракурсов, и вот таким образом от первого лица и от лица супруги. То есть мы тут уже как могли развлекались себя, чтобы не было скучно.
Ребенок в это время спал, поэтому у нас было 30 минут просто отдохнуть. А вот эта зона концерта. Вот здесь по вечерам проходят обалденные концерты. Причем концерты делают просто аниматоры, вот которых я сейчас показал, то есть учителя спорта и всего остального. Но посмотрите, какая картинка. Это вот я снимаю на обычный телефон. В один из вечеров был цирковой вечер. И все это было так профессионально, так классно поставлено, такая интересная сцена, такое захватывающее зрелище. Хореография прекрасная. Вот девушка справа, негритяночка, она как раз таки главная по хореографии. Но заметьте, вот паренек танцует в юбочке. Здесь это почему-то вот прям очень развито. А вот это как раз моя жена со своим партнером танцует. Примерно вот такие номера они делают. Я тоже вам показываю все это кусочками. Не могу я здесь, к сожалению, в формате данного видео показать вам все, что они делают. Но это очень красиво. И многие у меня спрашивают, не ревную ли я к нему. Потому что они уже около 3 лет вместе работают, вместе танцуют. Нет, друзья, я к нему не ревную, потому что он неправильной ориентации, поэтому мне вообще фиолетово. Его девушки не интересуют, и это хорошо. Вот заключительная часть шоу, которое я вам показал. В принципе, если хотите, если вы сейчас напишите комментарий, поставите лайк и скажете, что вам интересен этот формат, потому что каждый день здесь меняется программа, и я вам могу полностью заснять вообще всю неделю, все шоу и сделать это вообще в одно большое, там, не знаю, 5-часовое видео, потом его загрузить. Может быть, кому-то будет это интересно посмотреть. Потому что, смотрите, хореография, постановка, свет, музыка, каждый день меняются костюмы, каждый день меняется тематика. Один раз цирковое шоу, другое гимнастическое шоу, третье еще какие-то разные там иллюзионисты и все остальное. Это очень интересно. Ну все, мы отвлеклись от темы. Давайте еще дальше пройдемся уже с территории этого места и попадем в бар. Здесь я тоже снимаю без местной музыки, потому что сразу могут заблокировать канал, поэтому я просто тихонечко показываю вам бар. Вот скрыто ставлю камеру. On veut une smile volontiers. Regarde comment tu fais. C'est pour la petite? Hein? C'est pour elle? Non, pour moi. Oui. Hein? Elle me regarde. Tout ce que je fais, oui. C'est beau ici, Elle la aime plage. beaucoup. Oui. Pour la plage? Merci beaucoup. Avec plaisir. Emporter. Et tu payes? Oui, s'il vous plaît. Petite balle. Merci beaucoup. Бери, 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 бери. Эй. Вот это вот очень вкусная вещь. Это кокосовое молоко с бананом вместе сделано. Обалденная вещь. Каждый день мы это пьем. Алкоголь здесь не хочется. Очень много алкоголя продается, вернее, дается бесплатно, вот, но не хочется совершенно. И сейчас мы подходим к зоне игры боча. Боча — это исконно французская игра. Каждый из членов команды бросает вот таким образом шарик, и потом другими шариками должен этот шарик максимально близко к этому шарику оказаться. Похоже что-то на бильярд, но не бильярд. Дальше вечерком можно опять поиграть в волейбол. Вот уже, когда я снимаю, уже вечер. И теперь я вам показываю, как я из дома выхожу на наше уже местечко, которое мы присмотрели, облюбовали, где каждый день отдыхаем. И сейчас будем просто ложиться и отдыхать. Так что, друзья, всем хорошего дня, удачи, пока-пока. Подписывайтесь на канал и всех благ вам. Всего хорошего, пока.